Привет, это Диана и вторая часть видео «Как ответить на вопрос «Когда?». И первая конструкция, с которой мы будем работать, это вопрос «Какое число?». Чтобы правильно ответить на вопрос «Какое число сегодня?», нам нужно сначала разобраться с тем, какими бывают числительные. А числительные могут быть количественные и порядковые. Количественные числительные мы используем, когда отвечаем на вопрос «Сколько?». Например, сколько здесь кошек? Здесь 8 кошек. Но если кто-то спросит, а какая из этих кошек твоя? Тогда мы будем использовать порядковое числительное. Мы скажем «Моя кошка шестая». То есть кошка номер 6 или шестая кошка. Посмотрите, пожалуйста, как различаются формы количественных и порядковых числительных. Здесь вам нужно запомнить, что 1 – это количественное, а первый, первая и первое – это порядковые числительные. 2, но второй, вторая, второе, вторые. 3, третий, третья, третье. 4, четвертый, четвертое, четвертые и так далее. После пятого мы просто добавляем окончание прилагательных «ый», «ая», «ое» и так далее. Например, пятый, пятая, пятое. 20, 20, 20 и так далее. Так как порядковые числительные изменяются как прилагательные по родам мужской, женский, средний и по числам множественное число тоже может быть. Поэтому у нас вопрос «Какая это кошка?» и ответ «Шестая кошка». Если же у нас существительное мужского рода, например, этаж, какой это этаж? Это 156 этаж. А число это оно. Какое число? 19. Дальше ставим месяц. 19 марта в родительном падеже. И если у нас есть год 2021, то и его мы поставим в родительный падеж. 2021 года. Когда мы говорим о годе, мы меняем только последнее слово. Первого года. Но если у нас сложное число, например, 31, что мы делаем тогда? А тогда мы меняем опять же только последнее слово. Какое число сегодня? 31 марта 2021 года. А если год, например, 2000, то тогда мы будем менять это слово как единое целое. Например, 31 марта 2000 года. Запомните эту форму. Теперь мы знаем, как правильно отвечать на вопрос, какое это число. Но если нам нужно ответить на вопрос «когда?», например, вы были на балете, и вам нужно сказать, когда вы ходили на балет. В этом случае вы должны поставить в родительный падеж каждое слово. Потренируемся вместе. Посмотрите на эту афишу и ответьте на вопрос, когда будет концерт? Концерт будет 25 ноября. И еще одна афиша. Когда будет фестиваль? Фестиваль будет 29 ноября и 2 декабря. Ну, а теперь осталось закрепить все, что мы уже знаем.
немножко практики. Я окончил школу в 2009 году или 2009 года. Из прошлого видео, если вы его смотрели, вы знаете, что когда мы отвечаем на вопрос «когда» и говорим только о годе без числа, мы используем предложный падеж. Поэтому правильный ответ здесь в 2009 году. Пабло прилетит в Москву во 2 апреля или 2 апреля. А эту конструкцию мы с вами проходили сегодня. Это дата, число, и поэтому используем родительный падеж 2 апреля. Завтра будет 20 марта или 20 марта. В данном случае мы отвечаем на вопрос, какое число будет завтра, а значит числительное в именительном падеже. Завтра будет 20 марта. 10 июня или 10 июня у меня будет день рождения. Здесь отвечаем на вопрос, когда будет день рождения. Когда, число, дата, поэтому родительный падеж. 10 июня у меня будет день рождения. Иван родился 1 мая 2000 года или 1 мая 2000 года. Если вы внимательно смотрели видео, конечно, вы знаете, что он родился 1 мая 2000 года, потому что слова «одного» не существует в русском языке. На этом все. Мы с вами успешно разобрали еще одну тему. Теперь вы умеете отвечать на вопрос «когда?», если это касается дней недели, времени суток, года или числа. А также вы знаете, как правильно ответить на вопрос «какое число?» или «когда какого числа?». Впереди еще много интересного. Оставайтесь со мной, ставьте лайки, если вам понравилось, и, конечно, подписывайтесь на канал. Пока!